Инструменты выделения. Первый инструмент выделения – черная стрелка Selection. Клавишный эквивалент – буква V. У инструмента несколько функций. Давайте их запомним. Первая функция – выделение одного или нескольких объектов. Инструмент может выделить одним щелчком объект, и дополнительные объекты можно выделить при нажатой Shift. При нажатой Shift я делаю щелчки по объектам, выделяя их. Они вместе перемещаются, трансформируются. Это не группа, это просто несколько выделенных объектов. Снять выделение, например, с зеленого прямоугольника, я также этим инструментом сделаю клик при нажатой Shift. Снятие выделения с ненужного объекта – щелчок при нажатой Shift. Снятие выделения со всех объектов – это щелчок по пустоте. Еще раз. Щелчки при нажатой Shift. Снятие выделения – щелчок по пустоте. Также, если вы уверены, что можно выделить такой пунктирной рамкой и вы не захватите ненужные объекты, то, пожалуйста, такой способ выделения тоже имеет место быть. Не только щелчки, но и инструментом Selection вы можете как будто создать пунктирную рамку. Вот нажатой левой кнопочкой мыши я создаю пунктирную рамку и легким прикосновением выделяю нужные объекты. Этот способ немножко опасен тем, что вы можете выделить также ненужные объекты. Щелчками вы целенаправленно выбираете нужные объекты. Вторая функция этого инструмента – это перемещение одного или нескольких объектов. Перемещение, звездочки, допустим, вверх-вниз, по диагонали. Если хочется строго по горизонтали или по вертикали, то вы начинаете перемещать объект, затем нажимаете Shift, и движение происходит строго по горизонтали или по вертикали, также под 45 градусов. Сначала начинаем движение, затем нажимаем Shift. Очередность очень важна. Третья функция этого инструмента Selection – дублирование объекта во время перемещения. Дублировать хочу звездочку. Чтобы ее дублировать, я перемещаю и в нужной точке, не отпуская левую кнопку мыши, нажимаю Alt. Отпускаю левую кнопку мыши, затем Alt. Перемещаю объект в нужной точке, нажимаю Alt, отпускаю левую кнопку мыши, затем Alt. Можно также повторить последний шаг. Например, звездочку при нажатой Alt я дублирую в нижний правый угол, то есть движение вниз и вправо, и я хочу повторить этот шаг трансформации. Повторение последней трансформации – это клавиатурная комбинация Ctrl-D. Ctrl-D. Дмитрий. Ctrl-D. Это просто повторение. Я сейчас еще раз возьму эллипс, сделаю дублирование с движением вниз, дублирование при нажатой Alt, повторить этот шаг с помощью клавиатурной комбинации Ctrl-D. Сначала дублировать при нажатой Alt, затем повторить с помощью Ctrl-D. Четвертая функция инструмента – масштабирование объекта
или нескольких объектов. Для масштабирования понадобится рамка трансформации. На рамке трансформации 8 пустых белых квадратиков, маркеров трансформации. Если вам надо трансформировать только по высоте, то вы воспользуетесь верхним или нижним маркерами. Если вам надо трансформировать только по ширине, то вы воспользуетесь левым или правым маркерами. Если вам надо трансформировать и по высоте, и по ширине, то вы воспользуетесь угловым маркером. Но иллюстратор по умолчанию при такой трансформации, увы, пропорции не сохраняет. Чтобы сохранить пропорции между шириной и высотой, при трансформации, при масштабировании через верхний угловой маркер, держите клавишу Shift. При нажатии клавиши Shift пропорции между шириной и высотой сохраняются. И пятая функция этого инструмента – это поворот объекта или нескольких объектов. Для поворота надо выйти за пределы рамки трансформации, за маркер трансформации. У вас получится двухконечная стрелочка, вогнутая. И нажатой левой кнопочкой мыши начинаете поворачивать объект. Если при этом вы будете держать клавишу Shift, то каждый шаг поворота будет равен 45 градусам. Но может случиться следующее. Может вдруг исчезнуть рамка трансформации. Без рамки трансформации ни масштабирования, ни поворота невозможно выполнить. Часто так бывает абсолютно случайно. И рекомендуется запомнить следующую клавиатурную комбинацию. Ctrl-Shift-D. Ctrl-Shift-B. Я напишу, чтобы вам запомнилось это визуально тоже. Ctrl-Shift-B. Бывает так, что случайно мы нажимаем эту клавиатурную комбинацию, рамка исчезает, и мы затрудняемся уже масштабировать или поворачивать объект. Поэтому Ctrl-Shift-B нажимаете, восстановите эту рамку. Можно также такие функции визуальные обнаруживать здесь, в меню View, Вид. Пожалуйста. Но лучше себе записать и запомнить вот эти клавиатурные сокращения, которые очень часто вам понадобятся. На сегодняшний день пока 5 функций этого потрясающего инструмента Selection. Позже мы еще кое-что посмотрим с этим инструментом. А сейчас хочется вам показать второй инструмент выделения, белая стрелка, Direct Selection, клавишный эквивалент буква A, английская буква A. Инструмент выделяет и редактирует узлы, опорные точки. Инструментом мы выделяем нужную опорную точку, анкор, опорная точка или узел. Сначала щелчком выделяем, затем начинаем трансформировать. Сначала щелчок по нужному анкор, по нужному узлу, затем уже работа с этим узлом. Когда вы выделяете нужный узел белой стрелкой, на панели опций активируются две кнопки, два режима узла. Первый режим – это угловой узел без управляющих узлов. Второй режим – это сглаженный узел с управляющими узлами. Управляющие узлы или антенки всегда имеют угол 180 градусов. Левый узел, правый узел, и между ними строго 180 градусов. Когда я поворачиваю правый узел, левый также поворачивается, сохранив этот угол.
Если вам нужен другой угол между антенками, между управляющими узлами, то надо при нажатой Alt ухватиться за один из этих управляющих узлов и сломать этот угол. Сначала держим клавишу Alt, затем беремся за управляющий узел или за антенку. Как только сломали этот угол 180 градусов, отпускаете Alt и спокойно работаете уже с этими антенками. Не забываем, очередность очень важна. Сначала Alt, затем управляющий узел или антенка. Таким образом, можно много интересного создавать. Допустим, мне очень хочется нарисовать коробочку. Я сначала нарисую обычный объект с обычной заливкой и обводкой, затем продублирую этот объект с помощью черной стрелки при нажатой Alt. Это будет боковая часть коробки, а это будет верхняя часть коробки. Я еще раз напоминаю, сдублировала при нажатой Alt обычной черной стрелкой. А сейчас с помощью белой стрелки мне очень хочется уже придавать нужную форму. Белой стрелкой можно щелчками при нажатой Shift выделять нужные узлы. Также можно выделять пунктирной рамкой, которую мы создаем вокруг нужных нам узлов. Затем, ухватившись за один из этих узлов, Anchor, мы их перемещаем в нужном направлении. Сначала выделяем, затем, ухватившись за Anchor, за узел, перемещаем. И третий инструмент, третья стрелка выделения – это белая стрелка с плюсиком, Group Selection, выделение одного объекта из группы. Клавишного эквивалента нет, это просто белая стрелка с плюсиком. Чтобы выделить что-нибудь из группы, надо эту группу создать. Группирование объектов – это выделение объектов черной стрелкой. Допустим, 3 элемента этой коробочки я хочу выделить и сгруппировать. Выделение 3 элементов, и в меню Object команда Group или Ctrl-G. Клавиатурная комбинация Ctrl-G. Хочется проверить, на самом ли деле это группа. Я делаю черной стрелкой щелчок по пустоте, затем пытаюсь выделить только верхний объект. Я выделяю всю группу. Группа получилась. И чтобы в этой группе без разгруппирования выделить один объект, вот как раз понадобится Group Selection. Беру в руки Group Selection, выполняю обязательно щелчок по пустоте, чтобы снять с 3 элементов выделения. Затем выделяю нужный мне элемент, объект, и, допустим, выбираю другую заливку. Group Selection, щелчок по пустоте. После этого выделяем нужный объект и выбираем уже нужную заливку. Чтобы работать с группой, берем черную стрелку и опять-таки щелчок по пустоте и выделяем уже саму группу. То есть обязательно щелчок по пустоте, иначе программа не поймет, с чем именно вы хотите работать. Можно, когда вы хотите подетально что-то редактировать, разгруппировать в меню Object Ungroup.
но в большинстве случаев мы не разгруппируем, мы сохраняем группу и пользуемся инструментом Group Selection. Кстати, есть еще такая функция изоляции, когда вы обычной черной стрелкой выполняете двойной клик по объекту или по группе, вы эту группу, изолируете от всех остальных. Как вы видите, остальные объекты сейчас бледные, они недоступны. Вы можете работать только с элементами этой группы. Еще такая синяя полоса наверху появляется и показывает, что вы находитесь внутри группы. Конечно, после редактирования элементов группы нам надо выходить отсюда. Выходить из режима изоляции, двойной клик по любой другой точке. Двойной клик по группе, вошли в режим изоляции, двойной клик по любой другой точке, вышли из режима изоляции. Очень рекомендуется запомнить клавиатурные комбинации для отмены действий. Многократная отмена действий Ctrl-Z, возврат отмененного действия Ctrl-Shift-Z, Ctrl-Shift-Z. Можете многократно отменять какие-то действия ненужные, даже удаление, пожалуйста. И также можете возвращать отмененные ненужные действия. Также рекомендуется масштабировать документ не только инструментом лупа, не всегда удобно обращаться к этому инструменту, а клавиатурными комбинациями Ctrl плюс на клавиатуре, Ctrl плюс или Ctrl минус, Ctrl плюс и Ctrl минус. Это безумно удобно, потому что позже мы будем рисовать пером, карандашом, и в процессе рисования, естественно, мы не захотим оторваться от инструмента. Поэтому клавиатурные комбинации Ctrl плюс, Ctrl минус очень-очень нас выручают. 3 основных инструмента выделения. Есть еще волшебная палочка, которая по цвету выделяет, именно по цвету заливки. Есть также лассо, которое выделяет произвольно узлы. Все, больше ничего не делает. Основная работа у 3 стрелочек: черная, белая и белая с плюсиком.